Всем большой привет! Сегодня проверенный рецепт малосольной рыбы, нежная, пряная, без лишней соли, очень вкусно. Селедка из толстолоба. Превратить толстолоба в селедку я, конечно же, не смогу, но именно этот рецепт многие ищут, поэтому селедка из толстолоба. Или малосольная рыба, кто как назовет, суть не меняется. Для этого надо ровно килограмм рыбного мяса. Вот у меня как раз в наличии такой замечательный кусочек толстолобика. Реберные кости я срезаю, хотя это делать не обязательно, но они мешают и при нарезке самого филе, и как-то не очень приятно выбирать косточки. Вы можете не удалять, это по желанию. И по самому краю брюшка там мяса нету, там один жир, поэтому он не нужен. Срезаю кости вместе вот с этим жиром. Ребра пойдут на уху, будет наваристая вкусная уха. И теперь это все филе надо нарезать на порционные кусочки. У меня уже есть видео, я готовила толстолоба вот такими большими кусками. Времени для просолки надо будет больше, на сутки. Но тогда рыба будет в разрезе более красиво смотреться. Кому интересно, оставлю подсказки, ссылки, переходите, смотрите. Я же буду готовить селедку из толстолоба. Вот такие небольшого размера кусочки, они быстрее просолятся и рыба быстрее проготовится. Можно будет через 2 суток уже ее кушать. Сразу укладываю в посуду, в которой я буду ее засаливать, мариновать. Вот это стеклянная посудина, в которой будет готовиться рыба. Вот такие замечательные порционные кусочки. Теперь нужно ровно 2 столовых ложки без горки сахара и 3 столовых ложки тоже без горки соли. Соль обычная, не йодированная, каменная, это обязательно. Соли тут достаточное количество, рыба не будет соленая, готовила уже очень много раз по этому рецепту, поэтому уверена в количестве соли. Все хорошо перемешиваю, так чтобы соль и сахар равномерно распределились и рыба хорошо просолилась. Первые сутки рыба будет засаливаться только солью и сахаром. Для того, чтобы кусочки рыбные не обветривались, накрываю сверху пищевой пленкой и отправляю в холодильник ровно на сутки. И сразу же буду готовить маринад. Тут пол-литра воды, 8-9 листиков лавровых. Если меньше, тогда лавровый лист не будет чувствоваться. Столовая ложка с горкой перца горошком и 2 столовых ложки кориандра с зернышками. Все перемешиваю, отправляю на огонь, чтобы этот маринад закипел. Только закипел, сразу же отключаю огонь, накрываю крышкой и отставляю в сторону тоже на сутки. Прошли первые сутки. Вот рыба мариновалась, выделилось вот столько рыбного сока. Хорошо перемешиваю. За эти сутки я несколько раз перемешивала. Маринад тоже настоялся за эти сутки. И теперь соединяю все вместе. Перемешиваю хорошо. Стараюсь, чтобы каждый кусочек находился в этом маринаде. Накрываю снова пищевой пленкой и отправляю в холодильник еще на одни сутки. Прошли 2 сутки. Рыба уже замариновалась. Теперь вот этот маринад надо весь слить. Он нам больше не понадобится. Далее мне нужен яблочный уксус 6%, обязательно натуральный. Читаем внимательно на упаковке. 150 мл. Благодаря уксусу рыба станет такой более мягче, кусочки рыбные посветлеют, побелеют немного, но с яблочным уксусом
рыбное мясо надо выдержать не больше 20 минут. 15-20 минут это оптимально. Если время замачивания с уксусом будет дольше, тогда рыба будет более кислее и мясо станет жестче. Поэтому не больше 20 минут. Можно использовать обычный уксус 9%, но тогда напополам разводите его с водой. Ну как-то привкус этого уксуса мешает. Теперь далее прошло 20 минут, сливаю все с рыбы. Полностью надо слить максимально, чтобы там ничего не оставалось. Далее отмеряю 150 мл растительного масла. Выбираю самые ароматные, которые у меня есть. Подсолнечниковые я взяла. Перемешиваю, и рыба будет храниться в этой же стеклянной посудине в растительном этом масле. Это растительное масло потом не выливаем, когда подаем рыбку с лучком, тогда поливаем щедро этим же маслом растительным. Лук нарезаю уже непосредственно перед подачей. Сюда я его не нарезаю, так как такое количество рыбы мы сразу не скушаем. А с луком она меньше будет храниться в холодильнике. Вот посмотрите, друзья, вот такое замечательное промаринованное рыбное мясо. Очень вкусное, нежное, с лучком, картошечки. Это очень, друзья, вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. А мне остается надеяться, что этот рецепт вам пригодится. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория. Пока-пока.